Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале «Путь к себе». Меня зовут Анна. Давно не было длинных видео горизонтальных, да, но это потому, что я, наверное, ждала вот эту колоду. Новая ко мне прилетела. Называется колода «Подземелье драконов». Естественно, я ее ждала как раз-таки к Новому году. Она пришла очень красивая, но очень сложно читаемая на самом деле, потому что здесь нет никаких обозначений. И на пентаклях могут быть нарисованы мечи. И, соответственно, вот я сначала думала, что вот это маг. Да, то есть если по картинке посмотреть, то это прям маг. Но это оказался туз мечей. Да? Соответственно, мне очень понравилось, что здесь также есть руны. Небольшой такой экскурс в колоду. И я как раз-таки на ней хочу сегодня сделать расклад. Сейчас мы узнаем, о чем от самой колоды. Мне кажется, она очень классно будет сочетаться с рунами. У меня уже целый список того, что можно сделать на 2024 год в период праздников, да, посмотреть всякие перспективы на 2024 год. Напишите, возможно, какие-то свои идеи, какие вы хотели бы услышать расклады, да, там про деньги, про отношения, про переезды, про проекты, может, еще что-то у вас интересное будет. И, соответственно, давайте спросим у рун сначала, какую тему нам сегодня разобрать, про что мы сегодня будем разговаривать. Отлично. Я, в принципе, ее и собиралась на этой колоде посмотреть. Давайте посмотрим, какие уроки в 2023 году вы закрыли, какие убеждения поменяли и вообще в целом, как вы поменялись вот к началу 2024 года. Я думаю, что если вы будете смотреть там через какое-то время, допустим, вы будете это смотреть в конце 2024 года, и также расклад будет вам актуален. Давайте посмотрим к 2023 к декабрю, как вы поменялись. Давайте посмотрим, какой вообще был этот год, чтобы вы могли идентифицировать себя. Колода такая интересная, она прям немного пахнет кармой. Все как я люблю. Я люблю кармические штуки разбирать. Оп, куда попали. И, в общем-то, 2024 год, год дракона, обещают быть годом кармы. Ну, посмотрим. Итак, ваш 2023, либо тот год, который у вас был. Прямо вот так сразу. Звезда. И туз воды. Сейчас. Я могу немного медленнее читать, потому что я себе нарисовала обозначение стихий, да, мне нужно это переводить в пентакли и все остальное, поэтому мне это занимает некоторое время. Еще и король земли. Кто-то работал со своими эмоциями. В каком плане? Здесь про осознание того, что где-то вы проявить этих эмоций не можете, где-то вы не можете заземлить свои чувства, свои эмоции, опять-таки, да, протянуть свои мысли в материю, и вы вот такая холодная звезда. Если вы мужчина, то вы холодный звезд, наверное, в хорошем смысле, не обижайтесь.
И видите, у нас здесь звезда, здесь нет звезд. Здесь как раз-таки про заземление ваших мыслей, да, то есть вы пытались как-то начать ваши идеи, творческие, нетворческие, без разницы, ваши цели, идеи, начать их протягивать в материю, на физику. Работали с этим, поняли, что чувства, эмоции, возможно, мешают. Вы от них отстраняетесь, вы их закрываете, прячете, и с этим нужно что-то делать. Когда вы начали с этим что-то делать, у вас кого-то даже могло прорвать. Вы выпустили своего кракена погулять, да, и всем раздали, возможно, даже люлей. Вот. Потом подуспокоились и начали, так скажем, по стихии Земли начали уже думать, простраивать планы какие-то, цели, как это, что стали более структурными и, опираясь на свой какой-то прошлый опыт, то, что у вас уже было, опираясь на... Ну, то есть вы стали пересматривать свой прошлый опыт, чем он вам может быть полезен, да, чтобы прийти к вашим целям. В общем, по 3 картам можно еще говорить и говорить, но у нас не про прошлое, у нас вот про изменения, какие вы сейчас, что вы прошли, какие уроки, возможно, закрыли, что нужно еще подчистить, возможно, возможно, чему уже и порадоваться, да? Соответственно, из тени вы стали потихонечку выходить. В данном случае, видите, звезда, она прям темная такая, она как бы светит в тени, а король Пентаклей уже выходит на свет. И это было одной из вашей целей, наконец-то начать быть более заметным, может где-то выделиться, каким-то новую ступеньку, либо бизнес свой открыть, либо свое дело, либо начать консультировать, либо продвинуться по должности, либо вообще, чтобы вас на работе как-то начали замечать, ваши дары, таланты, способности и начали ценить вас больше. Кто-то работал с горловой прям чакрой, возможно, болели очень часто в этом году, именно связано с горлом. Тут такой интересный иерофант. Либо работали над речью, возможно, на вокал могли какой-то ходить. Либо, в принципе, работали над 5-й чакрой, да, это тоже про проявление. Убирали блоки какие-то, страхи, сценарии, разрушали все, что можно разрушить, все, что вам мешает, шли в свои страхи какие-то, да, например, если боялись выступать на планерке или вообще выступать, то пробовали, то есть прям зажмурив глаза, да ладно, пойду попробую. Прям вот в этом плане вы хорошо прошли. Ну-ка, и что сейчас у нас? А сейчас 10 мечей и отшельник. Еще одну карту мне, пожалуйста. У нее тут руны как раз 3. А сейчас, вы знаете, как бы это объяснить? Вы в таком, я бы назвала, теневом спокойствии. В каком плане? Что не то чтобы баланс, это вы, во-первых, отрезали все ненужное. Всех ненужных отрезали, да, вот эти все причинно-следственные связи увидели, либо увидели, кто очень хорошо стягивает энергию,
зашли вглубь себя, да, очень хорошо там покопались. Сейчас, секунду. Ага. Покопались в себе, стали себя узнавать, какие-то нарыли в себе глубинные либо знания, либо то, что вы не проявляли какие-то, например, вы очень красиво там пишете стихи или сочиняете, но это как-то все было в голове раньше, а сейчас вы стали это, во-первых, выписывать на бумагу, а возможно, кто-то даже начал публиковать. То есть вы начали потихонечку, по шажочку начали протягивать в физический мир то, что у вас внутри. При этом вы хорошо держите границы, и вы достали из себя изнутри, либо достали, да, на данный момент, либо вы поняли, что вас зажигает, что вам дает энергию, что вам нравится, чего вы хотите вообще от жизни. Начали вот это понимать, начали это славливать именно тогда, когда вы, не то чтобы остались в одиночестве, когда вы, так скажем, погрузились в себя. Почему я ее убрала? Тройка воды, кубков. Да, я по ней уже все сказала. Здесь еще у нас дурак был на дне, подмигивал про обновление. Сейчас посмотрим, выпадет, не выпадет. Так, и какие же вы стали сейчас еще? Рыцарь мечей, смерть, карта, и паж пентаклей. Ага, вы стали, во-первых, более уверены в себе, вы стали больше структурные, простроенные, у вас могли улучшиться границы личностные, и это все вам дало трансформацию в каком плане, что вы открыли себе новые двери в возможности, новые возможности именно финансовые в данном случае, либо возможности как проявление себя, но в принципе они тоже сопоставляются с финансовыми возможностями. Есть, конечно, те, которые, например, где-то просто организаторами решили попробовать себя там, в школьной организации, в смысле организовывать что-то, да, там детский садик, какие-то чаты подъездов, возможно, но в основном все равно это возможности, которые могут дать вам больше денег. Вы почувствовали в себе уверенность и силу, что вы можете, у вас появились амбиции. Так, еще что? Колесо фортуны тут нам подмигивает. Ага, и вам очень, кстати, либо стали появляться люди, которые вам стали помогать, либо вы почувствовали, что вас ваши хранители, наставники, высшие силы, что они вам помогают, и они вас ведут и защищают на этой дороге, на этой трансформации, да. Так, еще что интересного? Вы решили все-таки шанс этот взять, да, это вот как раз, кстати, о чем я говорила, это туз пентаклей, да, здесь вот такой прелестный гномик с мечом, можно было подумать, что это туз мечей, но нет, это пентакли. Вы как взяли какую-то новую силу, свою новые возможности, да, вот она, в принципе, здесь и говорилось об этом.
А у кого-то, может быть, прошла даже какая-то инициация в какую-то силу свою. Но здесь однозначно вырос внутренний стержень, самооценка, уверенность в себе, в своих силах. Вы, в принципе, в следующем году готовы брать новые возможности, новые планки, добиваться новых целей. Так, что у нас здесь еще? Та сила, которая у вас спала, это опять-таки и про уверенность. Это не обязательно про эзотерику. Это про уверенность в себе, про какие-то свои таланты, что вы, например, классно можете убеждать людей, да, ораторскими какими-то способностями обладаете, но вы этим не пользовались, вы сами это не особо видели, вам могли это говорить, но вы как-то, ну, что такого, ничего такого вроде не делаю, все как обычно, а здесь вы прям увидели, что как-то это не то, чтобы прям что-то такое обычное, что вы стали замечать это, и в полной решимости это применять. И показывать, транслировать другим людям в социуме. Еще какие вы стали. Две двойки, одна жезлов, вторая кубков. Огонь и вода. Как-то что-то вы примирили. Ну-ка, посмотрим, что вы в себе примирили интересного. Колесница. Кто-то примирил в себе, ну, условно скажем так, темную, светлую сторону, духовное, материальное. Вы, например, если очень в духовности были, наконец-то начали понимать, что такое материальный мир и как с ним взаимодействовать. Либо наоборот, если вы как-то очень в материальном всегда были, то вы начали какой-то тонкий мир понимать, начали раскрывать интуицию, какие-то связи, видеть последствия, да, общения с какими-то людьми, какие вы потом, да, то есть вы начали понимать какие-то законы энергетики, как что работает и куда, что к чему приводит. Отлично. Что еще у нас интересного? Отлично. Вообще 3 старших аркана у нас получается: колесница, справедливость и страшный суд. Вы вообще конкретно готовы двинуться к какому-то обновленному этапу своей жизни. Причем кто-то делает это шаги, прям, знаете, вот один шаг сделал, понял, какой следующий шаг. Еще один сделал, понял, еще какой следующий. То есть вам как-то открывается пошагово, но вы уже не боитесь эти шаги делать. То есть если вот в начале года, например, вы это делали с очень осторожностью, кто-то даже мог 1 шаг вперед, 2 назад, да, с какими-то постоянными откатами, какой-то, возможно, была какая-то тревожность, волнение какое-то, получится, не получится. Здесь вы конкретно уже готовы идти в свою новую ступень развития. У вас есть уверенность, что у вас все получится, что вы это заслужили, что вы себе уже наметили цели, вы их знаете. То есть вижу цель, не вижу препятствий, что называется. Отлично. Еще что-то нужно здесь знать. Шестерка воды, кубков и умеренность. Так, еще одна, пожалуй. И рыцарь воды. Шестерка воды, рыцарь воды и умеренность. Вы будете в новом году уже
ну, либо в новом этапе своей жизни, да, смотря когда вы смотрите, вы будете оттачивать свои новые знания, вот все, что вы за 23 год получили, узнали, обучались, вы это будете применять, вы это будете оттачивать, вы будете, ну, как бы протягивать на физику, да, естественно, пробовать что-то делать. То есть это не то, что вот прочитали и забыли, да, нет, здесь как раз-таки о том, что вы это все начнете применять, не то, как раньше, да. И, соответственно, вы отточите свое, точите же, правильно? Отточите мастерство, будете оттачивать свое мастерство в следующем году и вполне можете с 6 воды дойти до рыцаря. Это прям вот хороший такой скачок уверенного пользователя ПК, скажем так. Так, что вам это даст? Давайте посмотрим. Отлично, маг. Вообще классно. Ну, еще одну. Девятка мечей. Здесь мечи очень, кстати, интересные по картам. Они все такие какие-то мистические, эзотерические. Прям очень классная колода. И я прям очень рада, что она у меня появилась в моем арсенале. Соответственно, вам это даст что? Вы пойдете в мага, который управляет своей жизнью, который знает как, знает что, где и когда. Да, что делать, когда делать, где делать и как делать, и с кем, главное, делать. У вас прям по накатанной это пойдет. То есть, когда вы отточите свое мастерство в следующем году, вы прям, вас действительно поведут, ну, как в потоке, да, выражение. У вас все будет как-то складываться. Я бы не то чтобы сказала, что само собой, а спланировано, да, то есть как вы спланировали, так оно и будет складываться, и при этом даже если оно не будет как-то складываться не так, как вы планировали, то у вас будут и план Б, и план С, и план там еще какой-то, то есть вы будете видеть вот эти вот развилки разные, да, как оно может пойти, что может пойти не так, и вы будете вот по магу балансировать так свою жизнь, что вот если представить, что ваша жизнь это корабль, и вот по течению он плывет, его как-то как это, крен, да, у кораблей, вот его как-то шатает, и вы будете знать, как его выровнять именно туда, куда вам нужно. Вот, сформулировала. Я считаю, что это прям очень отличная тема. Сейчас уже будет как раз 24 секунды, 24 минуты. Я думаю, мы на этом как раз таки и закончим. Так, 6 воздух, еще и императрица. Здесь будут очень хорошо прокачается уверенность в себе, она прям выйдет на какой-то следующий уровень. То есть вы даже можете оглядываться назад и думать о том, что я даже не мог или не могла представить, что я могу настолько быть уверенным в себе. У вас может поменяться и внутренний облик, естественно, да, и поменяться внешний облик, и произойти какие-то кардинальные изменения в окружающей среде, то есть видимые, да, то есть видимые изменения через ваш облик, возможно, вы как-то даже говорить по-другому станете, но мыслить это по-любому вы станете по-другому. Кто-то, может, даже переедет, скорее в другую страну.
тут какая-то далекая дорога. Возможно, поэтому поменяется облик, поменяется какое-то окружение, даже не в плане людей, а вот то, что будет вокруг вас, оно поменяется, оно будет выглядеть по-другому, и вы будете выглядеть по-другому. Я думаю, что вообще шикарный расклад получился. Вы огромные молодцы за этот год. Кто-то прям, видимо, очень сильно над собой постарался. Из звезды выходим в мага и императрицу, и там еще были классные арканы. Вы огромные умнички. Я за вас рада. И я прям действительно очень рада, что у меня такая аудитория, которая над собой работает, которая готова развиваться, и я прям очень-очень рада. У меня даже слова закончились. Вот, спасибо вам за ваше внимание. Мне очень приятно за ваши комментарии, когда вы пишете обратную связь. Да просто даже спасибо, когда пишете. Я вижу, что вам было полезно, что вы для себя что-то вынесли. Для этого это и делается. В общем, до новых встреч. Те, кто будут смотреть сейчас, тогда уже до новых встреч в новом году. И спасибо вам за лайки, подписки и донаты. До новых встреч. Пока-пока.